Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании микроигрушек, но сегодня я не буду вязать микроигрушки, не буду вам показывать микроигрушки. Сегодня я хочу ответить на вопросы тега «Вязальные заморочки». Там очень много вопросов, я думаю, что я вкратце буду отвечать на них, для того, чтобы не растягивать видео и для того, чтобы у меня на будущее был запас видео. Сегодня 17 уже июня 2021 года. Я не знаю, когда это видео выйдет. Может быть, через 2, через 3 месяца, может быть, через недельку, может, через пару дней. Я ничего не знаю, потому что сейчас сложно мне планировать. Вот, игрушечки мелкие я показывать не буду. Если вам интересно, чем я непосредственно занимаюсь, посмотрите у меня на канале. Все видео последние об этом я все рассказываю. А сегодня я буду вязать у себя здесь на коленках варежки. Не знаю, для, наверное, хотя и для средней подойдет, для младшей или для средней дочки. Хочу сделать такие манжетики беленькие, это стопроцентный акрил. И там вот у меня на моих полочках лежит серая пряжа на Париж серого цвета, волосатенькая. Буду сами варежки вязать именно этой пряжей серой, потому что девчонки быстро грязнят. Я бы им связала и беленькие варежки, но беленькие уже через одно использование будут серенькие, поэтому я сразу буду вязать серые. И вот здесь у меня лежит пряжа. Это пряжа, которую я буду брать с собой. Мы через пару дней уезжаем отдыхать с детьми, поедем к родителям. У родителей дом, поэтому детки там будут отдыхать. Но у меня, если будет возможность, я буду вязать аксессуары. Это, наверное, вся моя носочная пряжа, которая есть. Здесь 2 целых моточка, это такой зеленый. И вот я уже начала вязать здесь носочки вот из такой пряжи. Вяжу сразу из одного моточка, сразу 2 носочка. В общем, буду вывязывать эту пряжу. Ну и варежки, думаю, возьму с собой, чтобы закончить. Все, поехали по вопросам. Вязание для вас любимое хобби, релакс или источник дохода, ваша работа? Вообще я считала и всем говорила, что это мой источник дохода, это моя работа, но что-то мне сегодня стрельнуло, что не хочу я относиться к своему детищу как к работе. Тем более сейчас немножко у меня меняется что-то в голове. И скорее на данный момент я считаю это все-таки как хобби, как дополнительный источник дохода, а не как основной. Не могу я считать это как работа. Все-таки основная моя работа — это дом и дети. То есть я домохозяйка, плюс дополнительно занимаюсь рукоделием для того, чтобы какая-то дополнительная денежка была. Как основную работу, наверное, не хочу я это делать. В прошлом году я попробовала и поняла, что пока дети маленькие, слишком приходится рвать одно место для того, чтобы и работать, и совмещать домашние обязанности, смотреть за детьми, потому что дети на мне. У нас такое в семье распределение. Муж — это тот человек, который обеспечивает финансовую стабильность нашей семьи. Все остальное, то, что касается дома, детей, все это на мне. Если мне нужна помощь, я ему помогаю. Но, соответственно, если у меня что-то продается из игрушек, то это как бы ему помощь, да, чтобы я там потратила на себя что-то, купила то, что мы не запланировали, для детей что-то купить, какую-то ерунду, которая, в принципе, не нужна, но тратить деньги, которые зарабатываются тяжелым трудом, жалко, а вот если они пришли от продажи игрушек, уже вроде и не так жалко, потому что мне это дело нравится. Если продалось, хорошо. В прошлом году я, да, делала своего хобби именно работу. Я очень много работала. В этом году я пересмотрела цены, увеличила цены, потому что я устала работать как какой-то китаец на фабрике, штамповать эти игрушки. Перестала я получать какое-либо удовольствие. Да, заказов много. Да, я вроде зарабатывала и
ну, для нашей страны достаточно хорошо зарабатывала, то есть не минимальную заработную плату, как это было в начале, когда я пришла к своему хобби, к заработку на хобби. Но все-таки поняла, что, наверное, это не мое. Пока дети маленькие, буду я относиться к своему детищу как к хобби. Второй вопрос. Важны ли для вас инструменты для вязания? Или вам все равно и китайскими тоже можно вязать? Мне на самом деле все равно, на чем вязать. Главное, чтобы на самих инструментах, неважно, это китайские или какой-то бренд, мне важно, чтобы они были без зазубрин, то есть не мешали мне вязать. Например, сейчас я вот эти вот варежки вяжу на китайских спицах. Это спицы 3,5. Давным-давно их купила. Но они такие удобные, и они настолько уже шлифованные, и так хорошо лежат у меня в руке, что, ну, не хочу я работать на других инструментах брать. Также у меня, например, вот носочки вяжутся на спицах Анти 60 сантиметров, здесь 2,5, наверное, размер спицы, тоже нравится. Ну, то есть мне все равно, на каких вязать, без разницы, лишь бы только было время, желание и из чего вязать. Третье. Важна ли для вас пряжа по составу, стране производителя и так далее? Или если умеете вязать, можно связать из чего угодно и чем угодно? Тоже здесь без разницы, из чего вязать, потому что вот сейчас я вяжу из 100% акрила. Это, если я не ошибаюсь, Naka Elite Baby. Хорошая пряжа, достаточно хороший акрил, но, если честно, и когда очень хочется повязать, вот у мамы там есть в деревне, уже свезли пряжу, как это, 100% акрил, самый-самый такой, который не любят вязальщицы, который совсем жесткий и режет руки. Я могу даже из него вязать. Я помню, года 4 назад, может 3 назад, я вязала шапочки, нет, наверное, года 4 назад, я вязала шапочки для одной семьи, брала тогда ту пряжу, я не знала, что это 100% акрил, а может там и не 100% акрил, но она похожа на слонимскую, но не слонимская пряжа, там другая скрутка, забыла, как эта пряжа называется, в таких моточках, очень-очень дешевая, бюджетная. Мне нравилось, я и крючком из нее вязала, и спицами вязала, и в принципе все равно мне еще вязать. Я могу вязать из тонкой нити, могу из толстой нити вязать, из жесткой нити, например, как пехорка, деревенька. Ну, на самом деле, мне все равно из чего вязать. Вот нет у меня такого, что фу, что это за пряжа, я не хочу из нее вязать. Нет, я такая, и спицы мне все равно, и пряжа все равно. Дайте просто мне времени немножко расслабиться, например, поболтать и повязать. Либо просто что-то посмотреть, повязать. Четвертый вопрос. Насколько вам важен настрой на вязание, или вы можете взять спицы или крючок и уже в порядке вязального настроения, или вам нужна атмосфера? Мне нужно свободное время, желательно побольше, но если свободного времени нет, то все равно выкраиваю всегда себе какое-то время, пару минут, либо пару секунд иногда, да, когда дети, например, я там говорю: девочки, собираемся, идем на улицу. Они такие: хорошо, но, например, кто-то с утра встал, еще не переоделся. Соответственно, пока они там переодеваются, пока сходят в туалет, пока расчешутся, пока соберутся, пока игрушки соберут, какие они хотят с собой взять. В общем, я в это время просто сажусь, вяжу, и периодически их там: девочки, вы собрались, но мы же на улицу идем. Они такие: да-да-да, мама, сейчас собираемся. Опять они сидят, я там связала еще один какой-то рядочек. Девочки, ну мы выходим или нет? Давайте обувайтесь, пока они обуваются, я еще успею пару петелек связать. То есть
Ну, я нахожу время всегда. Если я что-то готовлю, и у меня, ну, вот всегда есть такой процесс, который можно взять с собой. Игрушки, конечно, я очень оберегаю, то есть, чтобы были чистые руки, чтобы они не пахли, если там, например, рыбу поели, или я что-то готовила и добавляла чеснок. Я сейчас картошку чищу только в перчатках. То есть, то, что может дать цвет рукам, либо запах, я сейчас очень оберегаю руки для того, чтобы создавать сразу аккуратные игрушечки, не было потом мороки, чтобы не было где-то случайная грязь, особенно если ты вяжешь из светлой пряжи, если из светлого мулине. То вот, например, такие процессы я могу повязать и когда готовлю, например, когда что-то там тушится, варится, жарится. Могу на кухне повязать, тоже нахожу время. С утра очень люблю вязать, когда все спят. Я просыпаюсь достаточно рано, в 5, в полшестого, самостоятельно. Не знаю, у меня организм так в последнее время настроен. И вот в это время, час-полтора, я как бы просыпаюсь. Если с утра не повязала, уже день не тот. Следующий вопрос. Как вы относитесь к процессу вязания в транспорте, на улице, в общественных местах? Комфортно ли вам это? В транспорте я не езжу. Если езжу в транспорте, то это небольшие расстояния, буквально несколько остановок, и обычно это с детьми. Где-то в общественных местах, таких как поликлиника, магазины, ну, соответственно, тоже не вяжу. В поликлинике это невозможно, потому что дети бегают, ну, и сейчас такое... Считается поликлиника грязное место, да, потому что там ковидные больные могут быть или еще что-нибудь, поэтому там не вяжу. Где еще? На площадке детской, если дети играются, если они разыгрались, я стараюсь на улицу взять с собой процесс. Лучше взять и, если будет возможность, повязать, или чем не взять, и потом, если дети разыграются, и я им не нужна, просто сидеть, тупить в телефоне. Но в последнее время, если я не беру вязание, я себе нашла другое занятие. У меня на телефоне установлены приложения по английскому языку, и я просто там играюсь, так скажем, играю с пользой, то есть изучаю английский язык через разные приложения. Следующее. Если вы вяжете в общественном месте, смущают ли вас люди или вы вообще не обращаете на них внимания? Мне в последнее время все равно, потому что у меня есть такая установка. Лучше я буду сидеть вязать, чем тупить в телефоне, как вон тот человек, который сидит рядом со мной. И просто я понимаю, что время уходит в никуда. Я по итогу, например, свяжу там пол варежки, а он просто протупил все это время в телефоне, никакого положительного выхлопа не случилось, а я вот такая вот молодец, у меня готовое изделие будет там, например, через несколько дней. Следующий вопрос. Удобно ли вам перемещаться с вязанием по квартире или брать в дорогу и так далее? Или удобно и комфортно вязать только в своем вязальном уголке, диване, кресле и так далее? Значит, у меня здесь есть вязальный уголок, это стол, здесь мои все инструменты и, конечно же, игрушки я вяжу именно за столом, потому что мне сразу нужно, ну, если я не собралась вязать там детальки, хотя многие игрушки требуют... Такие есть топ-моменты, когда нужно часть игрушки собрать. Например, если это плюшевые мишки, которые я из софти вяжу, то там нужно связать голову, ее полностью собрать, потом нужно начать связать туловище, ставить шплинт, потому что я в таких игрушках использую шплинтовое крепление. И, соответственно, есть такие стоп-моменты, которые не позволяют взять с собой изделие. Я могу, например, связать голову, да, могу лапы связать, уши, хвост, но при этом дальше туловище связать я не смогу, это нужно откладывать на потом. И вообще я не люблю уносить игрушки, где-то вязать в другом месте, потому что, опять же, я слежу за чистотой своих рук, слежу за чистотой своего стола, чтобы здесь не было грязно, все убираю, ну, чтобы чистенько все было. Ну, опять же, для таких случаев, когда нужно где-то передвигаться по квартире, например, с утра, вот я вяжу вот такие изделия,
носочки какие-то, кофточки, шапочки, там платьица девчонкам, себе какие-то джемперочки связать, то именно для таких моментов, когда мне нужно передвигаться, где-то с собой брать вязание, я всегда вот с собой беру что-то такое. Ну и желательно это лицевая гладь, поэтому в последнее время я ленюсь и много стала вязать изделий крючком, именно больших изделий. Вот я чайку себе связала, дочке тоже связала чайку и крючком. И это тоже простые узоры, там получается вязание просто столбики с одним накидом, гонишь. Единственное, что надо смотреть, там, если где-то прибавки, убавки, это надо считать. Но вообще люблю, чтобы вообще без расчетов по прямой вязать. Наверное, надо переходить на пледы. Но вывяжу свою всю пряжу, потом буду думать про пледы. Так, следующий вопрос. Если вы вяжете в общественном месте и абсолютно посторонний человек спросит, что вы вяжете, из-за чего, и есть ли, например, у вас схема. Поделитесь информацией или вы считаете это дурным тоном выпытывать что-то у посторонних людей? Ну, во-первых, такие случаи бывают очень редко. Обычно, если меня и спрашивают, то это кто-то из знакомых, там, например, соседки, подружки какие-то знакомые, они могут спросить: ой, что ты вяжешь такое? Но так как они не вяжущие, схему они спрашивать не будут. А в общественных местах, ну, никто не подходит, не спрашивает. Если подходят люди, я вообще не очень люблю общаться, и, наверное, люди это чувствуют. Я такой интроверт, хотя, наверное, через камеру это не скажешь, но общаться с камерой это одно, а общаться с человеком это другое. И мне проще всего, если ко мне подойдет, я, скорее всего, отвечу односложно. Например, что вы вяжете? Я вяжу варежки. А что за схема? Я говорю, ну, схемы нет. Просто из головы вяжу. Или там схема в телефоне. Нашла, ну, мне несложно ответить, где я нашла эту схему, но прям давайте я вам помогу, давайте я вам расскажу. Был момент, когда меня спросили, что там за... как я вязала шапочку ребенку, и я даже не помню, что я ответила. Ну, как-то в очереди стояли, женщина спросила, я сказала, вот, да, девочки носят. Она спросила, как вы ушки пришивали, там шапочка с котиками, с ушками котика была. И я такая говорю, что нет, это сразу вывязывалось. Ну, то есть ответила. Ничего страшного, не вижу в этом проблемы. Следующий вопрос. Если в соцсетях у вас спросят, что из чего вязали, схемы и так далее, любую вязальную информацию, другие вязальщицы, поделитесь информацией. До недавнего времени делилась в соцсетях. Сейчас у меня Инстаграм — это продающий профиль, поэтому все такие вопросы, которые интересуют, я отвечаю на Ютубе, в Инстаграме я блокирую. Да, у меня сейчас чистится Инстаграм, потому что, знаете, приходится разделять работу, хоть я вначале сказала, что это не работа, потому что когда в Инстаграме сидят очень много вязальщиц, они приходят, задают вопросы, а где такие глазки, а как такое крепление, а где схемочку найти, а где то, а где сё, и я, получается, очень много времени трачу на вот такие вот вопросы. Когда я прихожу на YouTube, я говорю, ну задавайте вопросы, давайте вы зададите вопросы, я отвечу вам, а люди не задают, получается. И у меня вот эти вот две соцсети поменялись местами, то есть я готова рассказывать, говорить на YouTube, но не готова в Инстаграме, а люди, наоборот, спрашивают меня в Инстаграме, но не спрашивают на YouTube. Но для меня удобнее отвечать на YouTube, поэтому если есть вопросы, задавайте здесь. Если вы будете задавать сейчас в Инстаграме, то там я меняю целевую аудиторию, вязальщиц там становится все меньше и меньше. Ну и в принципе мне это комфортнее, потому что я меньше трачу сейчас времени на Инстаграм, чем это было раньше. Следующее, 10. Часто вязальщицы спрашивают цены на ту или иную вещь у других, но не признавая сразу, что они вязальщицы, выпытывая информацию, а потом признаться, что они вяжут, или вы увидите, допустим, у них в профиле фото вязальных работ. Разозлит ли вас это? Нет, не разозлит. Я недавно закончила курс мозгоправ, и нас там учили определять,
клиентов, то есть как различать, это клиент или конкурент. Соответственно, если я, ну, некоторые же несколько профилей там создаю, да, если я понимаю, что это конкурент, ну, спросила цену и спросила цену. Кстати, у меня же покупали игрушки девочки, которые сами вяжут игрушки, но так как они занимаются большими игрушками, мелочью они не занимаются, как я, не вяжут микроигрушки, они хотели именно микроигрушку. И это нормально, и я понимаю, что даже конкурент может спросить не потому, что он хочет узнать цену, а потому что он хочет потом себе приобрести, либо кому-то на подарок. И последнее время в Инстаграме я цены пишу, плюс у меня ссылка есть на магазин. Пожалуйста, смотрите, цены не скрыты, и вопросов таких, в принципе, и нет. Так, следующий вопрос. Готовы ли вы поделиться информацией о вязании, схемы, выбор пряжи и инструмента со знакомыми людьми, или для вас это закрытая информация, хоть для кого, так как очень много было труда, например, пока вы сами во всем разобрались, и пусть сами доходят до всего. Значит, опять же, в этом проекте, в котором я училась в языкоправии, нас учили, что не нужно делиться информацией, потому что на самом деле это получается очень сложно найти все вот эти вот данные, которые ты ищешь, да, ты обучаешься, очень много платных курсов я проходила, и много информации я давала бесплатно на YouTube, но люди приходят и все равно спрашивают, им лень посмотреть предыдущую информацию, тратить свое время, они решают, что проще спросить у мастера, и мастер ответит. Я, например, никогда не обращаюсь к мастеру, потому что считаю, что у него и так много задач, которые нужно сделать. Я стараюсь сама информацию узнавать, только если там я когда-то помогла какому-то мастеру, я могу прийти с прямым вопросом, а где ты взяла вот это вот? Например, как вот эта история с крючками. Меня спрашивали, где я покупала такие тонкие крючки. Честно, я очень долго искала, где найти эти крючки маленькие, и не могла найти на Алиэкспресс, и как-то они мне не попадались. И потом случайным образом, из-за того, что Google и Facebook, они работают очень хорошо на интересы аудитории, которая на них подписана, мне просто вылетела реклама, и я нашла. То есть я, наверное, полгода, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, я уже не помню, потому что это было давно. Я искала, где найти такие крючки, потом нашла, а остальные люди, которые даже не потрудились где-то поискать, они просто приходили, дай ссылку, я давала. Сейчас этой информацией я делюсь только здесь, на YouTube, опять же, в Инстаграме никакой информации рассказывать, где я что приобретаю, какие там глазки, еще что-то я не буду. Опять же, будем разделять, да. Инстаграм — это продающая площадка для меня, YouTube — это чисто пообщаться, вот рассказать, как с подружкой. Пожалуйста, тут задавайте вопросы. Следующий вопрос. Если вы вяжете заказы, кто-то из родных или близких вам людей очень попросит связать что-то, откажете или родные и близкие превыше всего? Ну, мои родные и близкие знают, сколько это стоит, поэтому они не спрашивают. Я свои игрушки, которые мне хочется, я могу предложить, могу подарить, могу отдать просто так своим родным, близким. Но прям вот так вот, когда... Знаете, не то, что родные тут и близкие, а вот у меня, например, девочка-соседка просит все связать ей кота. Я ей до этого вязала единорожку, потом на день рождения я ей делала домик Пикачу, и вот она приходит, я ей говорила, что есть заказы, но вот окошко в заказах, между заказами образовалось, и все равно не хочу браться за эту работу, потому что нет вдохновения. То есть, когда заказ, это заказ, он уже оплачен, я уже получу за него денежки, и мне проще так работать. Когда это приходит, кто-то просит, мне очень сложно себя заставить делать. Тут у меня уже превыше творческое вдохновение. Если я хочу, то я сделаю. Но такие запросы, например, там кто-то попросил связать варежки. Я такая, я сейчас не хочу это делать. Но я помню этот запрос, что вот этот человек просил у меня связать варежки. Соответственно, на какой-то там праздник
Если я хочу этому человеку сделать подарок, я вспоминаю, ага, ты же просил у меня варежки, давай-ка я тебе свяжу варежки и сделаю подарок. Ну, то есть это все у меня в голове. И потом на какой-то праздник я дарю варежки, и все счастливы. И я счастлива, потому что мне с подарком было проще определиться. И этот человек счастлив, потому что он, во-первых, и получил то, что хотел, и ничего не заплатил, даже если готов был заплатить. А я ему вот так вот подарила, и все довольны. Так, следующее. Вы пришли в магазин пряжи, увидели пряжу, инструмент и так далее, который вы очень хотели, и он со скидкой. Но у вас ограниченная сумма денег. Откажись от запланированной покупки и приобретете то, о чем откажетесь от запланированной покупки, или приобретете то, о чем мечтали, или купите и то, но, скажем, возьмете деньги из НЗ, или купите, зачем пришли. Скидки бывают, и, может, вам еще повезет. Я покупаю, скидки на меня не имеют такого влияния, как имеет влияние то, что если я что-то очень долго, давно искала, и оно мне наконец-то попалось, вот тогда я могу хоть где искать эти деньги, лишь бы это приобрести. Вот с крючками так было, с некоторыми курсами так было, когда я видела, что создаются какие-то игрушки, но не понимала, как это делается, и тут мне выскакивает какой-то мастер-класс или курс какой-то. Я такая, мне надо, мне это надо. И тогда уже решается вопрос, где эти деньги взять, но скидки. Да, кстати, вот курс, который я проходила по вязанию реалистичных игрушек, я тогда брала со скидкой. Прям последняя выгребла, чтобы только пойти на этот курс. Вот, и тогда да. Ну, то есть по-разному бывает. Прям так четко ответить, так делаю, а так не делаю, я не могу. Вам поступил заказ, но вы понимаете, что заказчику не подойдет цвет, модель и так далее. Будете переубеждать или каждый имеет право на свое мнение? Кто платит, тот и решает, какое изделие будет в конце. Единственное, что я могу, ну так как я игрушками занимаюсь, я же не занимаюсь изделиями, и от изделий я ушла, потому что человек там увидел, о, какая шапочка, я хочу такую шапочку, хочу такой-то цвет. Но по итогу получается, что ему не подходит, например, по форме лица, не подходит по цветотипу сама по цвету шапочка, да. То есть я от изделий именно из-за этого ушла, потому что у меня нет вот этого вот такого тонкого вкуса стиля для того, чтобы посоветовать человеку, что ему лучше. Ко мне приходили, говорили, я хочу это, нате, получите. Нравится вам или не нравится, были там моменты, когда не нравилось, и поэтому я от вязания на заказ именно изделий ушла. Что касается игрушек, то иногда я такая, как это сделать, у меня вопрос, иногда такие запросы бывают, что вот хочется то-то, то-то. Я понимаю, а как мне это сделать? Вот в этом загвоздка бывает, и я тогда объясняю, что я смогу сделать вот так-то, по-другому сделать не смогу. Вам такое подойдет? Если подходит, то мы работаем. Если не подходит, ну, значит, все, значит, не работаем. Так, у вас день рождения, и родные и близкие спросили, что бы вы хотели получить в подарок, и вы попросили что-то вязальное, но вам отказали, сказав, допустим, что это ерунда и так далее. Будете переубеждать, что это вам очень важно, или было бы приятно получить именно этот подарок. Или обидитесь и промолчите, или вы спокойно к этому относитесь. Ну, я переубеждать никого не буду. Если я что-то вязальное попросила, но мне сказали, что ты за ерунду хочешь, я скажу, да, ну хорошо, тогда не надо. Я сама себя это куплю, когда будет возможность. Но при этом у меня так записывается там... Вот такой-то человек не захотел мне сделать такой-то подарок, считает, что это ерунда. Хорошо, значит, на следующий там праздник ты получишь сковороду, которая тебе не пришей кобыле хвост. Ну, как бы такое у меня отношение. Но
такого никогда не случалось, поэтому что тут я могу только фантазировать, что я бы так поступила. На самом деле считаю, что когда человек говорит, что ему подарить, это прям идеальный вариант, потому что ты сидишь, думаешь, ну что же подарить, что ты хочешь, а он не отвечает, не признается, как партизан сидит, молчит. А когда он сказал, ну это же так круто, поэтому, ну, в чем проблема? Ну, хочет он, да без разницы, что хочет, это его праздник, это его день рождения. Ну, как бы, ладно, вопрос не про это. Я с таким не случалось, у меня более адекватные знакомые и родственники. Следующий вопрос. Если кто-то будет обсуждать ваше творчество, говорить, например, что вы занимаетесь ерундой и так далее, будете спорить и доказывать, или закроете тему, или обидитесь на этого человека и при любом случае подколите его. Или каждый имеет право на свое мнение. Ну, каждый имеет право на свое мнение, я так считаю, но если ты всегда можешь оставить свое мнение при себе. Так поступаю я. Если мне начинает кто-то высказывать, что ты, ну тоже это так, я не могу даже припомнить такого случая, чтобы было. Если мне скажут, что ты занимаешься ерундой, я скажу, без проблем. Я поняла вашу точку зрения и постараюсь не поднимать эту тему с этим человеком. Если эту тему поднимает этот человек самостоятельно, то я буду ограничивать с ним общение для того, чтобы не поднимать эту тему. Знаете, вот эти вот вопросы, что ты занимаешься ерундой, они ежемесячно, если не чаще, всплывает в моей голове самостоятельно. Мне не нужен кто-то посторонний, чтобы мне сказать: по-моему, ты занимаешься какой-то ерундой. Займись уже чем-нибудь полезным. Давай там устройся на нормальную работу. Ну, что ты с детьми сидишь, там у всех есть дети, все справляются в садике, там школы отводят, и на кружки отводят, и при этом еще работают, и дома у них в порядке, а ты сидишь дома. В общем, я сама себя могу погрызть нормально. Мне такие люди не нужны, потому что мне и так сложно с этим справиться. А если еще кто-то посторонний мне этого будет говорить, ну, мне это не нужно. Я все-таки смотрю разных психологов и понимаю, что так как женской самооценки не существует, эту самооценку делают люди, которые ее окружают, и поэтому я стараюсь окружать себя именно теми людьми, которые мне эту самооценку повышают. Поэтому мне очень нравится, когда на YouTube все хлопают и говорят, какая ты молодец, какие классные игрушки и так далее. А когда говорят, фу, что это за ерунда, какой-то бред, или как-то оскорбляют меня или моих родных, ну, были такие случаи, очень-очень редко, но все-таки они были, то такого человека я без проблем удаляю в бан, потому что, опять же, себя я сама всегда смогу покритиковать, всегда смогу сказать себе какую-нибудь гадость, и посторонних людей мне для этого не нужно. Поэтому сидите там и вообще меня не видите, зачем вы рядом со мной, мне это не нужно. Так, да, вот каждый имеет право на свое мнение, опять же повторюсь, но свое мнение очень часто нужно оставить при себе. Я очень часто себя ловлю на мысли, что там какой-то человек что-то делает неправильно. Меня это не устраивает. Тогда я либо понимаю, что ну, на весы укладываю две позиции такие. Либо я могу закрыть на это глаза и продолжить с человеком общаться, либо я не могу с этим человеком общаться, буду ограничивать время общения с этим человеком, делать вид, что я очень занята, еще что-нибудь, ну, то есть буду ограждаться все больше и больше от этого человека, и со временем просто наше общение пойдет на полный ноль. Были такие случаи с знакомыми, с подругами было так, когда я понимала, что я с этим человеком больше общаться не могу, мне неприятные ощущения, которые остаются после этого общения. Я понимаю, что будем общаться реже, и в итоге мы вообще прекращаем общаться. Ну, так вот бывает. Следующее.
Кто-то из родных куда-то убрал что-то ваше рукодельное, например, моточек пряжи, который вы достали, чтобы продолжить вязание. Разозлит ли вас это? Как вы относитесь к тому, что ваши рукодельные штучки кто-то перекладывает, убирает не на то место, которое вы отвели для них? То, что касается моего рабочего стола, тут нельзя ни в коем случае ничего трогать, потому что лежат иголки. Я стараюсь их, конечно, на место ложить, но иногда детальки я прикрепляю иголками. И это ради безопасности родных же. Ничего здесь не трогать. Плюс у меня разделение на ножницы есть. Есть ножницы, которые очень острые, использую только для стрижки там, шерсти, для ниточек разрезать. Есть ножницы, которыми я режу проволоку, которые не жалко. Поэтому на моем столе без спроса делать ничего нельзя. Конечно, я очень злюсь, когда дети здесь приходят и начинают что-то делать. Я ставлю здесь границу. Мой стол – это мой стол. Я за твой стол не сажусь. Если ты хочешь что-то взять, посмотреть, то когда ты приходишь, я могу тебе показать, но под своим присмотром. Ну, а так, в принципе, бывают случаи, когда дети залазят что-то посмотреть, но они знают, что маму это очень может сильно разозлить, особенно если они что-то накосячили, что-то сделали. Самое страшное, я сейчас прячу игрушки все, которые делаю, чтобы они не трогали, потому что, ну, я-то своими руками слежу, а дети, они не понимают этого, и там могли где-то конфетку съесть, потом у меня вот эту вот паника возникает, что они могут схватить готовую игрушку, и мне придется переделать всю работу, а так как игрушка не 1 час вяжется, это очень много времени затрачивается, поэтому, ну, тут приходится, да, ограждать свое рабочее пространство. То, что касается вот такой пряжи, когда я вяжу изделия, ой, ну даже там, если распустится, если они вымажут, ничего страшного, это все постирается. То есть работа — это работа, хобби — это хобби. Все-таки пришлось мне разделить, что вязание игрушек — это все-таки работа. Ну ладно, пускай будет работа. Что же делаешь? Следующий вопрос. Как вы относитесь к распуску с легкостью или рука не поднимается? Ненавижу распускать ничего, либо уже упертая как баран иду вперед, все, что получится, то получится, не получится, лучше вообще выбросить. Что касается игрушек, бывает, что детальки там не получаются симметричные. Мне проще выбросить и новую связать, чем перевязывать, переделывать, поэтому распускать не люблю. Следующий вопрос. Собираете ли вы схемы, модельки, распечатываете или сохраняете в компьютер, телефон? Или считаете, что если что-то понадобится, везде полно информации? Раньше очень много собирала, сейчас этим ничем не занимаюсь, потому что то, что касается вязания простых изделий, то я вяжу их достаточно простые и ни по какой схеме. Если схему беру, то из того, что есть из подручных материалов, это или в интернете что-то нашла, если мне что-то интересное попалось, либо из книжек. У меня есть там японские узоры разные, оттуда могу взять. То, что касается игрушек, здесь тоже я нашла свою нишу, в которой мне комфортно работать. И все эти схемы у меня есть в блокнотике, ничего не сохраняю. Все, что важно, действительно, я понимаю, что это важно, и это я буду повторять не 1 раз. Я записываю это в блокноте. В блокнотике у меня уже 2 блокнотика есть, 1 закончился, вот 2 начала. Если вы поедете отдыхать, возьмете с собой вязание, как к этому относятся ваши близкие? Беру с собой вязание, близкие относятся хорошо, потому что понимают, что лучший способ мне вернуться в нормальное состояние, когда я расстроена, это то, что дать мне в руки вязание. Об этом знает муж, он знает, что я не люблю куда-то передвигаться, но если с собой взяла вязание, то я достаточно спокойно к этому отношусь. И поехать в гости куда-то, и где-то
поехать отдохнуть. То есть, если вязание со мной, я спокойно собираюсь и еду. Если я понимаю, что там я вязать не смогу, то это меня уже напрягает. Я начинаю напрягать близких, они это все чувствуют. И все-таки близкие уже понимают, что я без вязания никак не могу. Лучше все-таки, знаете, как детям всегда в сумочке должна быть какая-то конфетка либо печенька для того, чтобы когда какие-то капризы, как я говорю, ну это грубо звучит, но это действительно так, чтобы закрыть рот. Вот. Для меня вот такой же способ закрыть мне рот, чтобы я перестала бурчать, ворчать, злиться, это вязание. Дали мне в руки вязание, все, я сразу расслабилась. Без разницы, кстати, что вязать, на чем вязать, из чего вязать, лишь бы только вязать. Следующий вопрос. Вы вяжете и совершили ошибку, которую видите, возможно, только вы. Одна лишняя петля и так далее. Распустите или так и будет. Что касается игрушек, буду переделывать, потому что это все-таки игрушки на заказ, и я не могу на продажу сделать такую работу. Бывают случаи, когда связал и как-то расслабленно связал, и ну, я не вижу смысла перевязывать, потому что есть способы, как исправить по-другому. Например, когда ты связал немножко расслабленно, очень плотно набил деталь, и где-то появились дырочки. Всегда можно эти места очень незаметно, аккуратно подшить, и об этом никто вообще никогда не узнает. То есть я смотрю на ошибки так. Могу исправить, значит исправляю. Если, например, детальки получились разные, например, это парные детали, лапки, да, если они разные, то я такая, нет, я такого допустить не могу. Значит, убираем детальки, все переделываем. Следующее. Если, например, соседи, сотрудники и родители в саду или в школе на кружках, куда вы водите своих детей, попросят вас связать им что-то, возьмете заказ или не любите связываться со знакомыми. Не люблю связываться со знакомыми, потому что не могу я адекватно поставить им цену. Я даже не то что знакомым, я по Беларуси не могу продавать свои изделия, потому что я понимаю, что это очень-очень дорого. Зная наш уровень жизни, например, ну, я понимаю, что те, с кем я общаюсь, это такие люди, как я, а я не являюсь целевой аудиторией самой себя. То есть я бы никогда не купила такие игрушки, мой муж бы никогда не купил такие игрушки. Ну, то есть из окружения практически никто. Да не практически, точно никто бы не купил такие игрушки. Но есть люди, которые хорошо зарабатывают, и я вяжу для них. К сожалению, у нас, ну, в Беларуси я не знаю таких людей, поэтому я не занимаюсь этим. Иногда бывает, когда просят связать что-то из носибельных вещей, то тогда я смотрю по обстоятельствам. Либо могу, опять же, связать бесплатно это в подарок, либо могу связать это... Либо могу связать, например, только оплатят пряжу, либо оплатят пряжу и там купит шоколадку. Ну, то есть вот так вот можно. Так, следующий вопрос. Считаете ли вы вязание полезным видом творчества? Конечно, это такая расслабуха. Ну, каждому свое, это не для всех, да. То есть нельзя прийти и сказать: слушай, ты такой нервный, может тебе повязать. Нет, такого не будет никогда. То есть если нравится вязать, то это очень полезно, потому что это структурирует мысли, это расслабляет, это развитие мелкой моторики, это полезное времяпрепровождение, потому что, ну, лучше с вязанием посидеть, чем потупить в телефоне, о чем я говорила раньше. Конечно, это полезно, но только для тех, кому это нравится. А для тех, кому не нравится вязать, это полезно тем, что вот варежки кто-то свяжет, подарит, или шапочку там, или еще что-нибудь. Так. Как вы относитесь к запасам пряжи? Сейчас отношусь не очень хорошо, потому что занимает очень много места. Вот буду вывязывать все, что у меня есть. Ничего не хочу покупать, никакой пряжи. Буду вывязывать все, что у меня есть. Уже продумываю то, что детям там носочки, варежки, шапочки, кофточки из того, что у меня есть. Больше никакой пряжи покупать не хочу. Хочу перейти только на вязание игрушек. И если надо будет какое-то изделие связать,
вязать, я лучше куплю моточек там 2 или 3, или 500 грамм, да, пряжи. Лучше я куплю на задумку, чем вот так вот, как я покупала. О, это такая классная пряжа, нужно срочно купить. Так у меня набралось 40 килограмм пряжи, но сейчас вот я прихожу, у меня в основном на балконе, там балкон, и там в основном вся пряжа. И я такая, а где мои 40 килограмм пряжи? Куда они делись? Куда я их растусовала? Но там много пряжи на игрушки, которые я вязать не буду, я покупала пряжу для них. Но я думаю, что из этой пряжи там пряжа Alize Mohair Classic. Ну, то есть она такая жесткая пряжа. Я думаю, что можно носочки повязать, они будут очень теплые и классные. Следующий вопрос, 2 последних осталось. Инструмента как можно больше или все только самое необходимое? Потому что вы знаете, чем вы пользуетесь, и вдруг пригодится, вам не нужно. У меня сейчас то, что в инструментах есть, достаточно все, но все-таки я подумаю, вот я крючком, который у меня основной, я уже вяжу, наверное, 2 года. И я понимаю, что нужно было бы его поменять, хотя замена есть, но там другой производитель, другая ручка, а я хочу именно такой крючок. И, наверное, вот я его куплю для того, чтобы он у меня был. По спицам у меня огромные запасы спиц разных размеров. Не хочу больше ничего, хватит мне того, что есть. Что еще на замену? Ножницы обязательно должны быть на замену. Вот у меня осталась только 1 пара очень острых ножниц, больше нет. Вот когда у меня перестанут резать те ножницы, которыми я сейчас пользуюсь, я достану следующую пару для работы, и нужно будет заказать новую. Ну, то есть инструменты, их нужно менять со временем, потому что они выходят из строя. Как бы ты там аккуратно ими не как бы ими не пользовался, все равно они имеют срок службы, срок износа, и как это не печально. Поэтому я сейчас более рационально к этому всему отношусь. Очень много всего всякого дома есть. Иголки то же самое, очень много разных у меня есть. Я их потихоньку со всех шкатулочек достаю и пользуюсь тем, что у меня есть в наличии. И последний вопрос. При выборе инструментов выберите, скажем, набор с китайского сайта или одно, но хорошее, более качественное. У меня есть свои любимчики. То, что касается спиц, я думаю, что так как я ими достаточно редко вяжу, они у меня износятся, в общем, выйдут из строя не так скоро. Есть наборы спиц. Один набор спиц я сейчас не подарила, я отдала маме для того, чтобы она вязала, пользовалась, когда у нее есть свободное время. То, что касается тех инструментов, которые на замену, я заказываю на Алиэкспресс, потому что больше нигде это не купишь. Я знаю там продавцов, они хорошие качественные инструменты продают, цена кусается, но инструмент качественный, это действительно японский производитель. И я знаю, что вот, например, есть крючки гамма, которые ломаются. У девочек они даже игрушку одну довязать не могут, 3-4 крючка поломают. У меня с крючками получше. Я за всю свою жизнь поломала, ну, вот сознательную, когда вот я уже стала взрослая, и не в детстве, когда мы туго там вязали, что-то вывязывали, выкручивали этим крючком, а вот когда ты уже нормально вяжешь, я сломала только 1 крючок, и то по своей тупости, не во время вязания, а во время того, как вытягивала волосы кукле делала, и я просто с дуру отломала головку крючка. Это было использование инструмента не по назначению. Ну, конечно, он у меня сломался, что тут сделаешь. Вот, поэтому тут я выберу качественное, наверное, потому что... еще объясню, почему качественные. То, что касается крючков, я уже знаю приблизительно их размеры. У каждого производителя разная головка, разный размер головки у крючка. И вот есть у меня от разных производителей, даже от дорогих, вот, например, есть крючок 0,5 от Ади, он такой же, как крючок 0,6 от... сейчас скажу... Нет, не скажу.
от Clover. Clover Amour. То есть по размеру они одинаковые. И, соответственно, японские крючки, они тоньше, чем остальные. И я выберу скорее японский крючок, чем какой-то другой. Вот. Так что тут даже не то, что производитель играет, вернее, дорогой или китайский, да, производитель дешевый, дорогой или дешевый, а тут именно влияет то, чем ты привык работать. Я уже привыкла инструментами работать, и именно их я буду покупать себе на замену. Все, это были все 26 вопросов. Я старалась тараторить, потому что побегу, сейчас эфир начался, там хочу послушать полезный эфир про поддержку родных и близких. Так что пойду смотреть. Я надеюсь, что вам понравилась такая болталочка, заняла ваше немножко время, чтобы вы повязали под эту болталочку. Я совсем провязала, совсем чуть-чуть немножко, но ничего страшного. Сейчас я 2 недельки еще буду расслабляться, отдыхать, готовить игрушки на наличие к Новому году. А потом уже буду браться за работу более активно, наверное, я не знаю. В общем, ладно. Если вы хотите знать, как будут развиваться мои события в дальнейшем, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Видео выходят не очень часто, поэтому колокольчик советую поставить, чтобы вы не пропускали. Это редкое событие на моем канале. Большое вам спасибо за внимание. Увидимся с вами в новых видео. До новых встреч и пока-пока.